Сегодня я хочу показать вам спортивные пинетки для девочки. Пинетки невысокие, на 3 люверсах. Белый цвет хорошо сочетается с одним из меланжевых цветов верхней части пинетки. Кому понравилась эта модель, вяжите вместе со мной. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Для выполнения такой модели мне понадобятся нитки белого цвета Rico Baby. В 50 граммах 125 метров, 50% баумволи, это хлопок, и 50% полиакриль. Продуцент предлагает спицы и крючок 3,5 и 4. Также мне понадобится меланжевая пряжа. Вы должны учитывать, что одна пинетка у меня уже готова. Значит, это где-то в 2 раза больше должен быть клубок. Я буду вязать крючком номер 2,5 полностью все вязание. Для того, чтобы спрятать хвостики, остатки пряжи, я использую крючок намного меньшего размера. Мне понадобятся ножницы. Я использую металлические люверсы. Размер люверса 4,2 мм. Для того, чтобы установить люверсы, мне нужны вот такие щипцы. Я приклеиваю стелечку. Для этого я буду брать силиконовый клей. Для изготовления такой модели я связала подошву белого цвета с бортиком, 17 воздушных петель. На канале у меня уже есть ролик по вязанию такой подошвы. 72 петли. Итак, я буду начинать с задней части пинетки. Вязать я буду за 2 доли, потому что продолжаю вязать белым цветом 4 ряда столбиками без накида. Полностью забирая всю петлю, провязывая за 2 доли. Я провяжу 4 ряда без прибавлений и убавлений. И мы встретимся, когда я начну вязать 5-й ряд. Я связала 4 ряда бортика и начала вязать 5-й ряд, так как до маркера провязывается без изменений. Я наметила в центральной части маркером 20 петель. Через каждые 4 петли я буду убавлять 1 петлю. Всего мне нужно убавить 4 петли. Первая петля с этого края, вторая петля с этого края. И посередине, распределяя их через каждые 4 петли, еще 2 петли. Я довязала до маркера. Убираю маркер. Петля, которая была под маркером, провязываю как обычно. И со следующей петли начинаю за первые передние доли из 2 петель провязывать 1 и столбик без накида. Следующие 4 петли, столбики без накида. 2, 3, 4. Теперь убавляю центральные петли. Из 2 петель 1, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Из 2 петель 1, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Не просчиталась. 1, 2, 3, 4. У меня осталось до маркера последние 2 петли, и я их точно так же убавляю. Из 2 петель провязываю 1, столбик без накида. Маркер убираю, нам он теперь не нужен. И провязываю до конца последний ряд бортика. Я связала бортик, который состоит из 5 рядов. Наметила маркером центральные 32 петли. Центр пинетки я начну вязать с 8 петель. Это значит, что у меня с каждой стороны должно быть по 12 петель. Значит, я буду начинать вязание с 13 петли. Вязать я буду теперь не за целую петлю, не за целую долю, а только за середину. Вот как здесь. Для того, чтобы у меня образовался вот такой симпатичный рантик. Отсчитываю 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Из 13 петли, из середины петли начинаю вязать. 1. Одновременно ввязываю нить вязания. 2,
7, 8. Для того, чтобы мысик не был перекошенный, я обязательно проверяю, действительно ли у меня на другой стороне 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Провязав 8 петель, я последующие 2 петли буду провязывать соединительными петлями. Точно так же из серединки. 1 и 2. Разворачивая вязание без петли подъема и начинаю вязать со второй петли. Этим мы начнем прибавлять петли. 2, 8, 9. Итак, одна петля прибавилась. С этой стороны точно так же. Итак, мы повстречаемся тогда, когда будет в работе на центральной части на мысике 14 петель. Я провязала 14 петель, у меня получилось 3 жгутика. Мне надо 4. 1, 2, 3, 4. Я прибавлять больше не буду. Я также провязываю 2 соединительные петли, разворачивая вязание и начинаю вязать не вот во вторую петлю, а с третьей петли, для того, чтобы оставить в работе 14 петель. 1, 2, 13, 14. 14 петель я не прибавила нисколько. Я буду без прибавлений вязать дальше до маркеров. Теперь у меня все 4 жгутика. 1, 2, 3, 4. И я буду переходить на нитки другого цвета. Последнюю петлю я буду провязывать немножко по-другому. Для того, чтобы ввести другой цвет. Оставила на крючке 2 петли и начинаю вводить в вязание другую нитку. Соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Вот у нас первая петля, вот у нас вторая петля. Начинаю с третьей петли провязывать из середины. Середину петли. И так провязываю до конца, вот до этого края. Нитка другого цвета. И белую нить можно тоже где-то через 2-3 петли отрезать. Итак, мне надо довязать до конца. На центральной части должно по-прежнему остаться 14 петель. Я провязала до конца все 14 петель. И вот посмотрите, что у меня получилось. У меня получился очень ровный кант. Четко видно разъединение двух цветов. Белого цвета и меланжевого цвета. Потому что я вязала за заднюю часть петли. Итак, продолжаю вязать до конца маркеров. Также из середины петли одна соединительная, вторая соединительная. Разворачиваю вязание без петли подъема и с третьей петли начинаю вязать уже другим цветом. Вот что получается. С этой стороны точно так же. Остаются последние 4 петли. 1, 2, 3, 4. Первая соединительная петля. Вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и с третьей петли начинаю вязать. 1, 2, 13, 14. До маркера осталось последних 2 петли. 1, 2. Разворачиваю вязание и начинаю с третьей петли. 1, 2, 13, 14. Теперь осталось с этой стороны забрать последние петли. Одна соединительная петля и вторая соединительная петля до маркера. И мы у цели. Носик связан. Теперь я буду продолжать вязание этими же самыми нитками, язычок. Но я прибавлю теперь 2 петли. С каждой стороны, с этой и с этой, со следующего ряда я буду вязать уже 16 петель. В высоту мне надо связать 24 ряда. Язычок вяжется прямо. И потом я его обвязываю. Начинаю вязание с третьей петли. Из этой же петли вывязываю еще одну петлю. Теперь у меня 2, 3,
15 и из этой же петли 16 петель. Петля подъема, разворачиваю вязание. Теперь я буду вязать язычок в высоту. Всего мне надо 24 ряда. Я продолжаю вязание язычка. 1, 2, 15 и 16. Петля подъема. Маркеры мне больше не нужны. Начиная вот с этого ряда, мне нужно в высоту связать 24 ряда. И я покажу, как вязать вот такой держатель язычка, для того, чтобы язычок не западал вовнутрь. Итак, передняя часть пинетки почти готова. Я связала 24 ряда в высоту и обвязала пинетку по контуру. Теперь мне осталось сделать вот такую перемычку. Для этого начинаю намечать. Я буду считать для удобства жгутики 1, 2, 3, 4. Опускаюсь вниз и на расстоянии 4 жгутиков я буду вязать перемычку. Вот этого кусочка ниток мне вполне достаточно для того, чтобы связать вот эту маленькую перемычку. Я смотрю, опускаюсь вниз 1, 2, 3, 4. У меня в работе было 16 петель. Я начинаю считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, эта петля. Проверяю, чтобы быть уверенной, что это середина. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сначала делаю петлю, свободную петлю. Намеченную дырочку ввожу крючок с изнаночной стороны. Захватываю петлю и вывожу на изнаночную сторону вместе с узелочком, полностью с хвостиком, с узелочком. И в рядом стоящую петлю ввожу крючок с лицевой стороны и подхватываю эту петельку. Теперь я начинаю аккуратно затягивать, чтобы узелок не выскочил на лицевую сторону. Вот так. Очень плотненько. Сгибаю вязание наполовину. Можно вот проверить, что это на середине находится. И начинаю вязать 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Воздушную косичку разворачиваю на лицо, чтобы петельки смотрели лицевой стороной на меня. Прикладываю и смотрю, на каком расстоянии мне надо ввести крючок. Теперь я посчитаю, я ее намечу, эту петлю, и посчитаю, действительно ли это на середине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. С изнаночной стороны ввожу крючок, захватываю петелечку и вывожу ее на изнаночную сторону. В рядом стоящую петлю ввожу крючок с лицевой стороны и подхватываю эту петельку. Аккуратненько, плотно затягиваю, закрепляю. И начинаю вязать в каждую воздушную петлю столбик без накида. 1, 2, 3 и вот эту маленькую 4. Вот что у меня получилось. Из петли, с которой мы начинали первоначально наш путь для вывязывания этой перемычки, вывожу крючок с изнаночной стороны, подхватываю эту петлю и вывожу ее. Расправляю. Вот такая красивая перемычечка у меня получилась. Передняя часть пинетки готова. Для того, чтобы хвостики мне не мешали, я их заправлю в вязание и обрежу. Я заправила хвостики и начинаю с задней части пинетки. Для того, чтобы язычок мне не мешал, я его аккуратненько заправлю вовнутрь и начну вязание со следующей петли после язычка, после мыса, вернее, самая первая петля. Вязание я буду также из середины петли, это значит захватывать только заднюю часть петли. Одновременно я буду ввязывать хвостик. Мне нужно провязать туда и обратно. Я провязала до конца ряда, петля подъема, разворачиваю вязание и начинаю вязать не с первой петли, а со второй. Начинаю убавлять петли. В каждом изнаночном ряду я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Мне нужно связать 5 рядов в высоту. Мы повстречаемся после того, как я свяжу 5 рядов. Я провязала 5 рядов в высоту.
Поворачиваю вязание, начинаю вязать со второй петли, по-прежнему убавляя. Довяжу до конца, с другой стороны также убавлю одну петлю. И в следующем лицевом ряду я убавлю одну петлю на пятки. Убавляю последнюю петлю, петля подъема, разворачиваю вязание. В этом ряду я буду убавлять одну петлю. Я ее немножко вытяну, чтобы мне видеть. Так, я думаю, что я на середине. Классическим способом из одной петли забираю, поднимаю одну петлю и из другой. И все три провязываю вместе. Так мне нужно провязать до конца. Я провязала 6 рядов в высоту, и теперь я буду делать с каждой стороны, вот с этой стороны и вот с этой стороны, маленькие трапеции. Разворачиваю вязание и со второй петли начинаю вязать 1, 2, 3, 4, 5. Провязала 5 петель, петля подъема, разворачиваю вязание и начинаю со второй петли провязывать следующий ряд. 1, 2, 3, 4. Петля подъема, разворачиваю вязание и со второй петли начинаю вязать. Пропускаю среднюю петлю и провязываю последнюю петлю. У меня получилась трапеция, на вершине 2 петли, первая и вторая. Закрепляю и обрезаю нить. Вот такая трапеция у меня получается. После обвязки 2 петли превратятся в одну и будет вершина, будет горка, как вот в этом случае. Вот. Я стараюсь ее сразу ввязать в полотно, для того, чтобы она сразу в следующем ряду не мешала мне, чтобы не нарушить рисунок. Я буду вязать с изнаночной стороны. Так как в изнаночном ряду мы пропускаем одну петлю, мне нужно уже не 5, а 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я буду начинать вязание с 6 петли. Теперь я буду вывязывать белой ниткой места, где петельки, и укреплять петельки несколькими рядами. Итак, приступим. Я забираю с перемычки с петлю. Провязываю 2 раза. 2 воздушных петли. Одну петлю пропускаю. 2 столбика без накида, 2 воздушных петли, одну петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушных петли, одну петлю пропускаю, вот так должно получиться. 3 петли, 1, 2 и 3. Соединительная петля, петля подъема, и начинаю обвязывать. 1, 2, из воздушных петель 2 столбика без накида, с промежуточных 2 столбика без накида, из воздушных петель 2 столбика без накида, и так далее. С перемычки забираем еще одну петлю.
Разворачиваем вязание и провязываем без изменений. Так, вот они у меня петельки. 1, 2, 3. В них я ставлю люверсы. Вот одна сторона готова. Вторая сторона будет точно так же. Сначала оформлю петельки и 2 раза обвяжу эти петельки. Точно так же я с перемычек вот с этих буду забирать по одной петле. Сначала 1 раз и потом возвращаюсь, будет 2 раз. Вторую сторону я сделаю самостоятельно. Моя вторая пинетка почти готова. Мне осталось обвязать пинетку, сделать вот такие стежки для того, чтобы укрепить вот эти петли, которые мы брали не за целую петлю, а только за половинку. Осталось вставить люверсы и шнурок. Теперь мы начнем с обвязки пинетки. Ввожу крючок в самую первую петлю и начинаю обвязывать соединительными петлями с изнаночной стороны. Соединительные петли по краю, по канту имеют двойное значение. Это как украшение, как дизайн и как укрепление канта. Этот кант впоследствии не дает растянуться пинетке при носке. Она не будет разъезжаться веером. Вот так. Соединительный ряд не дает этого сделать. Вот так. После того, как я провяжу до конца, я покажу, как я укрепляю вот эти половинчатые петли. Я обвязала пинетку. Теперь я хочу показать вам, как я укрепляю вот эти половинчатые петли. Вводите иглу вот как раз в петлю и начинаете делать стежки. Плотность вы можете регулировать сами. Моя цель — укрепить петли. И так это будет по всей пинетке. Этим самым мы спрячем вот эти перемычки и укрепим вот эту петлю, которая состояла из половинок. Вот эти стежки как раз дадут ей плотность и не дадут растягиваться. Видите, я натягиваю, ничего не видно, и петля устойчивая. Так я прошью до конца. Я прошила ее по канту, связала шнурок. На моем канале вы можете найти. Есть 2 варианта: полый шнурок и плоский. Я вставлю люверсы и приклею подошву и покажу вам мой результат полностью 2 пинеток. Вот такие замечательные спортивные пинетки для девочки у меня получились. Я желаю вам легких петелек, великолепной пряжи. Подписывайтесь на мой канал. Я представлю новые изделия. До свидания.